Если хорошо знать себя и врага, то из 100 сражений можно вынести 100 побед. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Snowy Road. На нижней позиции Saint, фиолетовый цвет, подрывник Гла, генерал Джазис. На верхней позиции Century, зеленый цвет, лазерный генерал США Тоунс. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Довольно часто я стал наблюдать Сейнта и Century в мире генералов, встречал их в общих сетках Радмина, есть реплей на канале с их участием, ссылку оставлю в закрепленном комментарии под видео. По моим сведениям, оба бойца из Чечни, ну и потихоньку набирают обороты. Ну а мы с вами сейчас и посмотрим, что смогут парни нам сегодня показать на карте Snowy Road, держа в руках под рукой Гла, подрывника, и лазерного генерала США Тоунса. Кстати, Century, не Century, не Century, а именно Century, есть такое слово в английском языке, именно так оно произносится, которое переводится как столетие или век. Ну, в принципе, в веке у нас 100 лет, соответственно, это, в принципе, одно и то же. Значит, это у нас игрок век, а Saint переводится как святой. Поэтому век против святого сегодня на карте Snowy Road. Ну давайте посмотрим, что у нас по билдам. Интересно, кстати, от Century раз ракетчик, 2 ракетчик и 3 ракетчик. То есть 3 ракетчика сейчас стоят по периметру базы лазера. И, я так понимаю, будет пытаться Century Saint ловить на лазерлоке. Ну и как раз таки техничка уже слева-то поехала. Посмотрим, она пустая. Может быть, это какой-то байт заходит сюда за ресурсный док. Здесь есть хаммер. Но я думаю, что это все дело будет, конечно же, контролироваться. Но тут справа техничка передавливает рабочего. Она явно не пустая. Там 3 подрывника и подрывается. Слушайте, как прекрасно. Какой прекрасный подрыв сейчас заехал к Century на базу. Минус сапплай, минус дозер, минус хаммер. Так здесь еще и ракетчика, кстати говоря, задавил. Ну, прекрасная техничка, слушайте, себя отработала. Ну и все, по экономике начинает уже Century страдать. Перестраивает ресурсный центр. Дозер, естественно, остался один. Строителя также потерял. Ну и тем временем хаммеры поехали вперед отменять позиции глашников. В принципе, получается, хаммер один получал, контролится, отводится назад. И до свидания, норка. Но вот рабочего не добил, и очень даже зря. Приехали еще 3 технички вперед. Слушайте, а там дозер на пути. Ну неужели сейчас так легко на 4-й минуте Century задозерхантит? А там сборная солянка. Слушайте, ракетчики и подрывник, и рабочий. Все, и минус дозер. Вот так вот. 4-я минута, и все, у Century нет строителей. Ну, благо, хотя бы сапплай успел перестроить. Подрывник взорвался, но никакого толком урона не нанес. Но ракетчики бьют. Бьют по военному заводу. Технички отошли, строится норка. Слушайте, и хаммер. 2 хаммера все-таки пробивают здесь, да, ракетчиков, они минусуются. Норку построить не дали. Технички подъезжают очень близко к хаммерам, но все это, в принципе, контролируется, и Century-то отбился, но потери достаточно большие. Считайте, 2 атаки, нет дозеров, пришлось сапплай перестраивать, камеры были потеряны. Ну, 4-я минута только заканчивается, и уже так тяжело. Ракетчик здесь бегает какой-то одиночный, пока непонятно зачем, ну просто бегает. Может быть, какая-то разведка. Ну и поехала 3 хаммера плюс медичка вперед. Здесь как раз таки, вот смотрите, рабочего не отменил, сразу же бомбу поставил. Ставится тоннель, копается, но сразу же все это дело закрывается. Вот такая рифма немножечко получилась, но тем не менее, рабочий минус. Фугас закрывается, так тут еще через контрол, я так понимаю, пробивал. Даже медичка здесь пытается токсинами как-то поработать. И опять техничка приезжает от Сейнта. А что же на этот раз здесь? Просто техничка или подрыв какой-то? Да, это подрыв военного завода, но неудачный. Хаммер успевает одного подрывника отменить, и военный завод будет дальше продолжать жить. Забирается скрапик, но ракетчик, я думаю, все-таки будет справляться. Ценой, да, собственной жизни будет уничтожать техничку. Хаммеры при этом заехали сейчас от Century вперед. Правильно, надо уже пытаться что-то предпринимать, потому что эти атаки бесконечные от Гла, естественно, уже подзадрали, поэтому нужно как-то менять вектор. Но ситуация сейчас у американца тяжелая. На бомбу! На бомбу наехал и просто потерял все свои хаммеры вместе с медичкой.
Технички при этом скрапятся и возвращаться, я думаю, будут обратно в норку, подхиливаться. Остался здесь один пилот, который практически каленый. Ракетчика, естественно, сейчас рейнджеры закроют и захватывается вышка. Установился на 1000. Есть, в принципе, 2 сапплая. Военный завод, барак, электростанция. Нужно пробовать как-то тащить это. И если Century, конечно, сейчас такого глаза тащит, это будет очень круто. Просто камбэк, наверное, что ли. Минус рабочий. Фугас построить не дали. Норка, естественно, слева также закрывается. Бегут ракетчики своим ходом. Надо садить их в хаммер. Ну и нужна медичка, естественно, потому что вот здесь уже каленый хаммер имеется. Либо в военный завод загонять и чинить его. Но это время. Лучше медичку, естественно, подвести. Но вот этот хаммер бы дождаться бы, да, и починить бы его. Что же касаемо Гла, Гла ставит дворец. Причем справа, да, задефался так нормально. Тут 3 норы, домик, есть бомба и ставится дворец как раз таки. Очень хорошая, в принципе, здесь позиция такая. Попробуй сюда еще подъедь, как говорится. Ракетчиков бы только бы не забыть посадить, и будет просто шикарно. Сапплай добывать, кстати, у Глашника 3 ресурсных центра и 2 военных завода. Опа, так, здесь подъезжают хаммеры, но хаммеры расконтролили бомбу. Тоннель закрывается, там еще одна бомбочка есть, но есть разведдрон, естественно, все это дело палится, пробивается рабочий, но я думаю, что сапплай этот будет отлетать. Вопрос, если чем это дело все контролировать. Есть здесь пачка техничек, кстати, прилетел чинук на разведку, это явно. Так, вот здесь надо быть аккуратным, хаммера не терять, и подъезжает. Подъезжают как раз таки сейчас под дворец. Сразу же заранее высаживаются ракетчики и пробивается, слушайте, вскроется дворец 100%. Но там норка, которая просто уничтожает ракетчиков. 2 хаммера были потеряны, надо быть аккуратным. Мне кажется, даже есть смысл уже не заморачиваться на эту норку, а ехать и бить военные заводы вместе с сапплаем. Но нет, все-таки уничтожает сначала позиции Century Saint. Так, тут домик, надо быть аккуратным и потихоньку, наверное, возвращаться на базу, чем, в принципе, Century-то и занимается. Но там еще одна пачка, подъезжает подрыв. Слушайте, это что, подрывать-то собирается сейчас на подрыв сапплая? Минус сапплай. Отлично, отлично. Сейнт заехал, подрезал еще экономику, но пачка очень большая здесь собирается. Уничтожается техничка здесь снизу и возвращается хаммерами обратно на базу, объединяться с еще одной пачкой, которую на базе сейчас Century наспамил. Что же касаемо Сейнта, надо чинук вот этот уничтожить. Как раз сейчас выходят ракетчики и будут этим заниматься. Не нужно давать сейчас американцу в разведку уходить. Он не в очень хорошем положении, не нужно оставлять ему даже последних шансов на какую-либо победу. Справа, кстати, интересная норочка здесь тоже стоит. Выходит техничка, ракетчики. Ну, посмотрим, что он будет делать сейчас с помощью этой технички. Тем временем Century приехал на базу Гла. Слушайте, ну армия очень огромная. Я думаю, что это будет уничтожение базы. Эта армия только с одной целью: уничтожить Гла под корень. Но Гла при этом на месте также не стоит. И Джазис приехал на базу к американцу, разбивает камеры и блокировка. Тут тем временем, кстати, появляется, да, есть 3-й ранг, появляются снайперы. И снайперы перебили просто всю пехоту. Уничтожается казарма. Остается у американца 3 знания. Тем временем американец занят тем, что уничтожает базу Гла, но возвращает хаммеры на базу. Обратно уничтожается электростанция. Там лазер-танк. И он теперь бесполезен, ведь нет энергии. Разбивается военный завод. Идут просто сейчас рейнджеры бодаться с техничками. Там есть еще и 2 убертечи, несколько со скрапом. Все лычкованы, ну практически все. Ну это, в принципе, не меняет суть дела. Уничтожается сейчас база Century, но подъезжают хаммеры. Слушайте, неужели успеет отбиться? Сапплай практически каленый. Бьют рейнджеры, помогают, хаммеры приехали. Уничтожаются все технички. Буквально осталось чуть-чуть сапплай, и он выживает. Выживает ресурсный центр. Нужно что-то оставить, хотя бы пару хаммеров оставить на базе. Мало ли что сюда приедет. И тем временем Century этим и занимается. Он привез 3 хаммера обратно. Надо расставлять их, наверное, по периметру и не дать Глашнику подъехать. Армия очень большая. Гла не в очень хорошем, в принципе, сейчас положении. У него уничтожена половину базы. Попытался дать командный центр. Есть 3-й ранг у Сейнта. Вполне возможно, захочет закончить игру через ребелямбуш. Вопрос: если дворец и есть демо-апгрейд. Справа уничтожаются все позиции. Ставится маяк на бомбу.
Ну есть, слушайте, дворец, но демо-апгрейда пока нет, на рабочем, по крайней мере, не видно. Есть, появился демо-апгрейд и ставится командный центр, скорее всего, через ребелямбуш. Ну а для чего еще, в принципе, здесь нужен этот командный центр? Тут должны заводы, наверное, такая большая пачка, чем сейчас противостоять? Есть 2 мины, есть нора. Посмотрим, как сейчас Сенчури будет контролировать эти моменты. Расконтролит 3. Я надеюсь, эти мины на ножовом управлении. Очень близко хаммеры подъезжают. Нужно взрывать было только что. И минус бомба. Не дает даже, в принципе, построить здесь командный центр. Еще подъехал близко, опять не подорвал. Мог бы сейчас какую-то часть хаммеров забрать. Не дает построить командный центр. Отмена постройки. Уничтожается норка. Слушайте, одно здание и очень большая пачка. Да как же так? А буквально убить сапплай и все. И игра заканчивается. Причем сапплай на половине. Там, в принципе, ребелямбуша должно хватить. Уничтожается ресурсный центр глав. Впереди дворец. Дворец, я думаю, пустой. Рабочие все уничтожаются. Дал каркас. Слева сейчас Сейнт. Уничтожается еще одна бомба. И уничтожается дворец. Осталось на базе раз норка, 2 норка. И опять ставится командный центр. Пока только 30%. Слева все позиции уничтожены. Рабочему до каркаса добежать не дали. Что же касаемо справа. Есть казарма. И ставится еще один командный центр. И полетели чинуки на разведку. Справа чинук. Налево также чинук, явно, да, также видно каркас. Ну и справа, в принципе, здесь уже близко пачка, уничтожается последняя норка на базе гла. И также, в принципе, должен быть виден каркас командного центра. Да, все видно, и сейчас это все дело будет уничтожаться. Бьют ракетчик, точнее здесь один ракетчик бьет сейчас по чинуку. Вопрос, кто ж победит-то, елки-палки? Ну успеет ли или не успеет сейчас Сейнт поставить свой командный центр? Уничтожается первый каркас, едут хаммеры на зачистку оставшейся базы гла, уничтожается домик, взрывается ракетчик и уничтожает просто сейчас рабочего, и взрывается 3 хаммера на фугасе, все, рабочих нет, командный центр не достроит, денег нет, и Сейнт терпит поражение. Один сапплай, один оставался. Да как так, а просто? Да, такое не часто встретишь на самом деле. Хороший напряженный бой. Молодцы парни, показали просто класс. Желаю вам процветания, успехов в дальнейшем. Я думаю, вы еще себя покажете. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.